Он кинул свои трусы на Да. сцену. Очень хотелось быть рокером, но не вышло. Пришли на Юлию Савичеву, рыдаю. У тебя какой-то понос случился. Все, и с тех пор у меня пошла вот эта аутсайдерская музыка. А у вас вообще совпадают музыкальные вкусы? Вот? Мы дружим, да, там и Стигмата, и Аматори, Вы и дружите со Дженер. своим детством. Вообще доли правды даже нет. Это потом тебе ребята позвонят и скажут: Димон, Как ты знаешь? Что ты всем рассказываешь, что мы друзья, неправда. Ни металюгой побыть нормально не удалось, ни эмобоем. мама и папа, вам просто нужно памятник поставить, это пипец. И моим тоже, пожалуйста. Всем привет! С вами Дарья, а значит, шоу Behind the Notes начинается. Это шоу, где мы будем говорить о музыке. Музыка хранит наши воспоминания, наши мечты. И сегодня с нашими гостями мы раскроем их личности через этот код. Мы начинаем. Ребят, честно скажу, когда только идея шоу пришла и вообще все это собиралось, я вас реально видела первыми гостями, и я безумно хотела, чтобы это были вы. То есть мы первые гости прям, да? Да, Я ж не знал. Я тебе Класс. скриншот скидывала. Ну, скриншот, я ж не читаю все скриншоты. да, это наш первый пилотный выпуск, поэтому буду всем безумно благодарна за поддержку. Делитесь в комментариях. Будьте благодарны. Потому что ничего не будет без благодарности. Никогда вот в жизни вообще. Искренне и благодарны. Согласна, полностью поддерживаю. Наехал такой. У нас в студии Дарья Домаш, Дмитрий Домаш. Ребят, еще раз огромное вам спасибо за поддержку и за то, что пришли. С удовольствием. Пожалуйста. Ребят, вообще, как связаны с музыкой? То есть слушатели, возможно, когда-то играли. Ой-ой-ой. Давай, Даша, ты первая, я потом все добью окончательно. Я связана с музыкой с самого детства. Я вокалистка. То есть я выросла на сцене, пела с самого-самого детства, поэтому музыку обожаю, люблю. У меня очень тонкий музыкальный слух. Вообще обожаю музыку. Музыка вообще всю жизнь со мной. Очень в сердце попадаешь. Дим. Дарья, вот супер творческий человек. Во мне это творчество отсутствует напрочь вообще. То есть я просто всегда любил музыку, слушать. Я просто помню, что как-то лет в 5-6 приключились какие-то Иванушки Интернешнл, а потом через год откуда-то, непонятно откуда, у меня взялась кассета Металлики, и все. И с тех пор у меня пошла вот эта аутсайдерская музыка. Я всю жизнь мечтал быть волособесом, но я ни разу не отрастил себе волосы, потому что они растут у меня как у... Я не буду говорить никаких слов. Вот, в общем, люблю музыку. У меня много друзей-музыкантов. Сам немножко играю на барабанах, учусь. Да клево он играет, что он опять На барабанах? прибедняется? Да, решил год назад, чтобы не сойти с ума, 1,5 года назад пойти, надо хобби какое-то найти. И типа смысл ковырять что-то, искать, когда вот есть что-то, что тебе нравится. А у вас вообще совпадают музыкальные вкусы? Вот, Да. Частично. я так понимаю, мнения тоже не очень совпадают. Это я могу объяснить. Я могу объяснить. Даша любит что-то новое. У нее всегда есть что-то новое. Она шарит какие-то тренды, она шарит новых исполнителей. Последние разы, когда мы ехали долго в машине, играет моя подборка Яндекса, и она мне говорит: как ты знаешь? Ну, там просто Один вообще только одно и то же. 2007, один там панк-рок, и все одно и то же каждый день. А я говорю: а я что могу сделать, что Яндекс так подбирает? Ну, не люблю я новую музыку. Меня кое-как заставили 1,5 года назад послушать одну группу. Я ее послушал, мы ее год в итоге слушали. А что за группа, если не секрет? Good Так, Times. Это Good Times, О. это наши прекрасные Good Times, Наши друзья. которым просто вот... Привет. Ребята, Good Times. Ребята, Вам отличного привет. вам тура. У ребят вчера стартовал большущий тур. А рекламу можно? Конечно! Ха! 29 ноября в Минске в клубе «Репаблик» Good Times приедут со своей новой большущей программой и сыграют огромное количество своих лучших песен, своих новых песен. Билеты еще есть. Поторопитесь. Да, мы Лично будем я там. даже пойду. У нас, Очень интересно. у нас приедут очень много друзей из Петербурга, из Москвы, Да. разные музыкальные, ну, из мира музыки, короче, люди важные. Вот, приедут тоже на этот концерт, и мы им будем и Минск показывать. Ну, короче, мы вообще... Подождите, я забыл совсем. За день до этого же, еще за 2 дня до этого приезжают Аматори. Еще Аматори И приедут. Аматори. Аматори я видела, да. И с Аматори мы тоже будем по Минску гулять. Да, Поэтому- мы всех будем везде водить, поэтому... Да. Слушайте, так вы прям проводники. Да, Немножко.
Да, ну мы дружим, да, там и Стигмата, и Аматори, Вы Это дружите со Дженер, своим детством. и Дженейр, да, Good Times. Джене. Да, ну то есть вот Дженер я тоже катала на машине, но это вообще все прикольно так. И Good Times возила, и Дженер возила. И стигмату. Ну Стигмату ты возил, я не возила. Ну, кого-то еще возила. Короче, ладно, дело все не в этом. Дело просто в том, что как-то интересно в этой жизни происходит. Я всегда про людей. То есть не обязательно про Класс. музыку. То есть ты можешь... Короче, я люблю знакомства, я люблю Мгм, новые мгм. знакомства. И каким-то образом через знакомство со знакомыми, через знакомых каких-то Седьмое потом еще рукопожатие все вот это это. нечаянно просто так совпало, что мы просто там пришли в бар в Питере. Там просто откуда ни возьмись, там берутся музыканты Стигматы. Это было после концерта Дженейр. И вы что-то общаетесь. Я Даше говорил, а мы пойдем завтра на концерт Стигмата? Она говорит, Мгм. никуда мы не пойдем. Сколько я могу по этим концертам ходить? Я дальше уже стою себе спокойно, все дела. Она подходит ко мне через полчаса, Дима, а мы завтра идем на концерт Стигматы. С учетом того, что я как бы ей говорил, потом говорю, Ну, потому нет, что твое слово закон. Тарасик подошел, говорит, вы же Да. завтра придете. Я говорю, ну, конечно. Конечно Вы же тебе мы отказать. придем, ну еще бы. Что? То есть мое желание, Да нет, Не ну знаешь, считала. когда вот сам исполнитель прямо Да. тебя зовет и говорит, ну вы же придете, ну конечно мы придем. вот, Ну, тут поэтому, грех короче, отказаться, если это, честно. я считаю вообще, это супер крутая штука, когда я год назад осознал просто, что мне есть привилегия какая-то, я могу общаться со своими кумирами. Самое интересное, мое отношение к этому вообще ни капли не меняется, в том плане, что, несмотря на то, что мы общаемся, они для меня не перестают быть кумирами. То есть ты разделяешь творчество, по сути, и Разумеется, человека. разумеется, Это очень классно. разумеется. То есть вот Good Times, они появились в моей жизни 1,5 года назад. Я могу четко сказать, что как бы мы ни общались, как бы мы там ни были знакомы, это моя любимая группа, и это мое вдохновение, мое восхищение и моя мотивация. Потому что ребята делали то, что хотели, как хотели, всю дорогу. Начиная с того, что в зале было людей меньше, чем их было на сцене, до того, что они пришли к тому, что они собирают самые большие залы на солдауты. И Москвы, да. это вдохновение и мотивация. Я забыла еще 5DS называть. Да 5 Они же тоже наши 5DS, друзья. потому что Гриша прекрасный. Гриша это вообще феноменальный человек, наш земляк. Гриша Карпов. Гриша, здравствуй. Григорий. Я восхищаюсь этим человеком, который также, то есть вот он всю дорогу играет в группе 5DS, я думаю, ты знаешь эту группу. А вот. При этом сейчас он уже который год является барабанщиком Стигматы. Параллельно. И мы как минимум 2 раза были с Дашей на концертах, где Гриша сначала вытягивает 1,5-часовой сет Стигматы, А потом и тут на же вокал. следом 1,5-часовой сет 5DS. А там скорости как бы невероятные. Я поэтому это большущее Да. восхищение. Это Большущее. круто. Слушайте, концерты, я так понимаю, вы прям любители, Да. да, вот этой Вообще, атмосферы, вот да. этой Да. энергии. Мне еще очень нравится наша привилегия, что мы за кулисами всегда, Мгм. с обратной стороны сцены. И недавно я поняла, что мне этого очень сильно не хватало, потому что росла в этом всегда. За сценой, вот это все, когда все тебя ждут там, в зале. Хотя я выступала в ДК, маленькая была, понимаешь? Но все равно Но сцена вот это, есть сцена. да, но это сцена, и вот это вот закулисье, это прям мое, и мне так нравится это все. Вот. А ты помнишь свой первый концерт? Ну, не именно твое выступление, а первый концерт, на который ты пошла. Помню. В цирке. Руки вверх. Группа «Краски» у меня была. Это ужасно. Это ужасно. Почему? Слушай, Ты я больше тогда... не любишь группу Краски. Да классно. Очень Так ты крутая уже группа. взрослый. Нет, ну это было, во-первых, я была еще ребенком, который не понимал и сидел вот так вот, и типа перед ней там прыгает тетя, которая кричит что-то про брата. И это было странно. А первый осознанный концерт, вот для меня это была группа POD. О, круто. POD. Они у нас тогда да, приезжали. они приезжали по-моему, в это был Репаблике. совместный концерт с POD и Drowning Pool. Drowning Pool. Меня там не было, но я это все помню. Я помню все это. Это энергия просто сумасшедшая от них. Серьезно. Христиане же. Еще бы. А еще то, что они звучат плюс-минус так же, как они звучат там, у тебя в проигрывателе. в детстве. Разумеется. Это шикарно. Это такой восторг. Ладно, я про первый концерт тоже хочу сказать. Я вот хотела, да, тебя спросить. 14 декабря 2000 года концерт Арии. Мне было 12 лет.
То есть я застал еще Арию с Кипеловым. А что думаешь вот по, скажем так, новым форматам музыки вот в России? Мне нравится, что развиваются коллективы, появляются новые коллективы. Мы вот сейчас с Дашей годик покатались, кого только не узнали. Вот я, наверное, например, хочу выделить. Мы как? Мы вот узнали про Good Time сначала, а потом мы познакомились с Заточкой, например, еще. Заточка группа. Это Сорян. Рэп. Это рэп, который замешан с кантри. Вообще очень Интересно. клево. И там играет гитарист Анакондас. Анакондас. Накондас очень люблю, Ну да. обожаю. Вот тебе Он там пишет Юра музыку. тексты, Илья Погребняк, из Анакондас музыку. Супер, я очень рада, что вы так поделились, на самом деле. Очень откровенно, очень плотно. Я такое лишнего очень ничего люблю. не наговорил. Нет, наоборот, я такое очень люблю. Это потом тебе ребята позвонят и скажут: Димон, А я никому сказал не ты сказал. лишнего или нет? Что всем рассказывают, что мы друзья, неправда. Да все, конечно, друзья, конечно. Хорошо. Возвращаемся к правилам нашей игры. Итак, Какой игры? это Какая будет игра? и игра, и Да. шоу. Все вместе. Итак, у каждого из вас будет 3 песни, которые подходят под определенные Мгм. категории музыки, которые у нас вот здесь расписаны и в целом будут гостям представлены. Все, что вам будет необходимо, это вот по звучанию трека узнать, под какую из категорий ваш партнер отнес бы этот трек и почему. Если вдруг вы не угадываете, это абсолютно ничего страшного. Тут нету правильного ответа, неправильного ответа. Тут самое Мы потом важное будем узнавать, почему настоящее. именно Бинго. то и именно туда. Да, то есть, по сути, у нас музыка — это как код к вашей личности. Немножечко Давай, поехали. приоткроем. Давай, я уже хочу. Смотри, первый трек у нас будет Дашин. Послушай, может, ты даже знаешь уже. О, ну да, это первая влюбленность. Думай, Дима, думай, не проваливайся так быстро. Подождите, ну нет, так а что? Вот как думаешь, под какую из вот Ну этих смотри, выбрала бы это Даша? же, ну почему я отнес к первой влюбленности? Потому что это время вот этих 2007 годов. Так, Время, когда были вот эти всякие неистовые тусовки. Музыка Это песня раньше, это песня не 2007 Ну, раньше года. без разницы, я-то ее ну это в услышал там целом именно общий тогда. период, как будто верните мой Ну, 2007. понимаешь, я это могу относить вообще по-разному. Я сейчас могу тут вообще лишнего чего-нибудь Не, ну вот наговорить. хорошо, ты думаешь, что это Потому песня... что она-то подходит, и это и ко времени твоего выпускного в школе она подходит. Саундтрек фильма о твоей жизни, ты мне когда-то, например, рассказывала, что вот тут вот есть такие строчки, что мечты не должны, и кто-то как будто пытался когда-то подселять это. И это тоже, понимаешь, типа, это же как вот... Так, ты сейчас на Дашу не дави. А я не давлю. Ну все, подростковый максимализм, что-то я не заметил сразу. Что-то я опять выдал Красавчик. лишнего тут. Просто Капец, красавчик. я думала, уже у тебя какой-то понос Отклеивай. случился. Так Даш. он и случился, я потому что не увидел подростковый максимализм. Я уже перебрал все, что можно Я вообще в перебрать. шоке. Тебя понесло немножко. Даш, Погнали. хотела у тебя узнать, почему вот ты выбирала этот трек? Ну, это тогда такое время было, я заканчивала школу, Мгм. и во время уроков я не слушала учителей, я слушала в наушниках эти песни, и именно эта песня у меня ассоциируется с тем временем. То есть, когда я ее слышу, я вспоминаю, я сама родилась и выросла в России, и вот я вспоминаю сразу мой город Пермь родной, как я по нему иду, в моих шузах, идет дождь, холодно, это такая зима перед весной, когда вот уже дождь начинает идти, такой, не знаю, Моросить. снега-дождь, да, такой, ледяная корка это везде. И вот я иду такая вся в этом холоде, вот эту песню, и мне там 15, и это так круто, и вот это вот самый, мне кажется, пик вот этого моего максимализма, когда со мной было невозможно общаться моим родителям. Мгм. То есть я вообще не знаю, как они это выносили. Вообще, мама и папа, вам просто нужно памятник поставить, это пипец. И моим тоже, пожалуйста. А эта вот песня, она скорее больше вот у тебя вызывает такой эмоциональный отклик, вот знаешь, как-то вот душевно, что ли? Или это вот прям такой бунт, протест? Ну, слушай, в то время это был бунт и протест, а сейчас уже это именно эмоции о воспоминании,
о том бунте. То есть я уже сейчас как ностальгирую. Я слушаю эту песню, и я такая, типа, То есть, вот когда ты она у тебя тогда такая Дашенька была, такая такая вся ходила, взрослая. А вот ты ее чаще слушаешь в школе, слушала, дома слушали, у тебя вообще нон-стопом она всегда играла? Но это не только Never Smile играла, вообще много что, ну просто именно эта Вот песня. именно это, да. Да, Да. у меня играла «Оригами», Never Smile, Silverstein. Господи, у меня там море всего играло. «Стигмата», «Аматори». Ну, это что из русскоговорящего, да? И помимо этого еще там море альтернативной музыки зарубежной, там Poets of the Fall. Просто море всего. Alexis on Fire, господи, Мгм. море всего. Слушай, а у тебя вообще вот любовь к альтернативной музыке, скажем так, она появилась от англоязычной, так сказать, версии музыки этой, или все-таки от русской больше? Слушай, очень сложно сказать, потому что когда я была во 2 классе, я росла на Prodigy. Поэтому это такая электронная музыка, но она тоже, знаешь, такая не для всех Да. обывателей. Вот, и в ней есть довольно там тяжелые всякие рифы, включали они в электронную эту музыку, мешали. Потом я стала слушать там Корн. То есть это все вот в одно время, ну, типа я вообще малая была. Это все я слышала там MTV. Постепенно я перешла, ну, я взрослела, мне же хотелось петь и на русском языке, так как я вокалистка, я пела, я слушала русский рок. Я росла на радио «Максимум», в России такое было. Вот, и там были намешаны разные музыки, Ну, я разные понятно, языки. языки. Да, то есть и русский, и английский, и даже немецкий, да, там «Рамштайн», вот эта вся история. И я слушала это все. И музыка помогала мне переживать мой подростковый период, который у меня начался довольно рано, то есть лет в 10, наверное, у меня уже начался этот подростковый период, и я могла не спать долго, и вот я прям засыпала под всю эту музыку, там Three Doors Down, Three вот Doors это, Down, да. да, потом что там могла Наутилус Помпилиус слушала, тут же я слушала Найка Борзова, то есть разное вот это все, русский рок вместе, там, не знаю, То есть ты максимум в себя сразу я собирала. вообще все это в себя впитывала, то есть я обожала все эти песни. Король и Шут потом тоже появился в моей жизни. И вот и все, и пипец. Ну, как бы, и вот так вот все вперемешку я слушала. То есть постепенно просто что-то менялось, но это всегда была альтернативная музыка с самого детства. Хотя при этом, при всем я любила и «Руки вверх» слушала, Мгм. и любила там Бритни Спирс, я не знаю, Кристину Агилеру, Пинк я обожала просто, Пинк. Шакира. Шакира, конечно Backstreet же. Boys. Конечно. Все вот это, ну, то есть это мне не мешало слушать разные направления в музыке. Вот. То есть, насколько я знаю, Дима слушал «Металлику» и что ты там еще слушал? Все подряд. И «Арию». Тебя вообще вот удивляет то, что вот ты просто у тебя немножко так лицо изменилось, когда она сказала там про Шакиру, про Бритни Спирс. Не, меня это вообще ни капли не удивляет. Я единственное, не понимаю, как Шакиру можно слушать. Это... Ну, там 2 песни и слушала. Ну, так Ну, вот, да. как тут две. Ну, слушай, в тот момент, мне кажется, она просто, во-первых, выбивалась. Ты была хорошая, качественная попса. Да вопросов Я- нет вообще. Меня это вообще Тело-то, никогда не тело беспокоило. просило То есть, в любом движений. случае, Да, у всех играла MTV, то есть что там включит, то ты как бы и смотришь. И по идее ты ждешь с видеокассеты, чтобы уже записать клипы, которые тебе нравятся Или потом на CD даже. кассету. Я То на есть, кассету тоже разумеется, ты записала. все это слышал. Другое дело, что у меня это никогда не играет в машине. И не будет играть это в машине. То есть я не люблю. У меня меня нет играет. такого, чтобы мне захотелось там... Вру, однажды у меня что-то как-то Денис Майданов Вот, там... получается, С одной песней появился. оп-оп и натрындел нам, да? Нет, Мгм. абсолютно нет. Спасибо за Абсолютно нет. То есть у откровенность. меня ноль какого-то такого слушать попсу. Не нравится. То есть песни знаю, а слушать не хочу. Хорошо. Переходим ко второй нашей истории. Это будет песня Димы. Как Так раз что, я взяла. да. Я посмотрю дальше уже. Оп. Это песня друзей. Да. Gotta, gotta, gotta go.
Я думала, Агностик что это фронт. будет очень сложно, и на первом выпуске никто ничего не угадает, мы весело посмеемся. Пока я просто смеюсь с себя, с того, что вы угадали уже сразу две. Но мы, Просто. типа, при этом мы не говорили друг другу вообще Да, ничего. вы сказали об Причем, этом. как бы, ну, то есть, Даша примерно знает, почему, то есть, потому что, опять же, то есть, сейчас у меня песня «Друзей», наверное, будет ассоциироваться с чем-то другим. То есть, эта песня, она просто больше про вот время тусовок, то есть, вот это всякая Мгм. панковская, скиновская хардкор-тусовка, когда были времена клевых хардкор-концертов в Минске, когда просто, то есть, под Agnostic Front, там, на сцене 150 человек, все пытаются как-то друг друга не затоптать, орать, и просто вот эти песни орали и по улице, и на концертах, и дома на каких-то вписках, то есть просто вот, да, движ, условно говоря. Хорошо, тогда я задам тебе, наверное, немножечко вопрос от темы. А что есть для тебя дружба? Прям как в «Сватах» было. Скажи мне, Ваня, а что для тебя есть дружба? Если ты человеку можешь доверять свои какие-то тайны, свои переживания, если ты готов принимать и слышать его такие же переживания, этого, то есть, вполне достаточно. То есть При это таких вещах, взаимность. то есть, вы не обязаны быть долго знакомы, или вы не обязаны видеться каждый Мгм. день, или неделю, или даже месяц, или даже год. Вот. Но когда вы можете без каких-либо вот этих блядь, вздохов, то есть просто написать или позвонить в моменте, сказать, чувак, у меня пиздец. Он такой, ебать. Выезжаю или Типа, приезжаю. или выезжаю, или приезжаю, или просто созвониться, или просто пообщаться. И когда ты человеку можешь доверить, без каких-либо вообще, не скрывая ничего, и точно так же человек тебе в ответ может. А вот вы с Дашей в отношениях, в том числе, вы друзья? Вот есть это такая, знаете, вот... Но если бы мы друзьями не были, хрен бы там что вообще... Вот для вас это важно. Дима мой Правильно? лучший друг. Вот. Что? Я-то знаю, что я у тебя не лучший друг, у него там... Простите, пожалуйста, извините, мне надо сейчас немного я слезу. Сначала вытру. Друзья, а теперь напишите, пожалуйста, в комментариях трек, который вы считаете саундтреком своей жизни. И не забудь, пожалуйста, лайк, подписка, и колокольчик, и комментарий, и все остальные дела. Иначе, потому что все будет до свидания. Ребят, кто напишет? Корж, Асти, Гуф, Блок, все. Скажи, пожалуйста, а вот эта песня, которую она сыграла, она у тебя именно вот про этот момент каких-то тусовок? Или это, может быть, какая-то Нет, конкретная это тусовка? момент Или тусовок. вообще Это момент друг? тусовок. То есть именно года Мгм. 8-й, там, 9-й какой-то. И вот эта песня, это условно, ну, это один из гимнов вообще, то есть панк-хардкор движения. И ты просто, знаешь, вот эту песню включаешь, типа, ты помнишь вот эти вот движухи. Просто вот эти вот лютые всякие какие-то То есть тебя прям движухи. откидывает в этот момент. Да, но я не могу сказать, что я эту песню там, типа, супер часто слушаю. Я не знаю, почему она мне вспомнилась Ну, вообще. слушай, ну раз вспомнилась, значит, все-таки что-то да есть. Я, кстати, удивилась, что это не for my family, for my А friend. типа там вообще, понимаешь, можно было много чего сделать. То есть, ну, Gotta Go просто это самая популярная крутая песня Agnostic песня. Front. Она тоже, она крутая. Я вообще, крутая. типа, если там говорить про Крутая. друзей, то можно было бы сюда и группу Мистер Икс там воткнуть, улица, которые тоже там орали, ходили ночами, мороженые совсем наглухо были. Вы как будто бы вот реально на одной волне, правда. Я когда вот видела ваши сторис там с концертов, еще что-то, думаю, это, ну, вот они идеальные отношения. Одна вот волна, она. одна волна. Когда я услышал Good Times, я Даше скинул 2 песни, и Даша мне такая, знаешь, это как будто немножко не мое. Ну, как будто бы не врубай их больше дома. И потом 1,5 недели только проходит все в телефоне, в Алисе, в колонке, в машине, везде. Да. Залог, Ревность потом еще. залог счастливых отношений. Какая ревность? Кто больше Ты послушает, там, на концерте, без меня. Первые разы я-то на кораблике плавал вообще. Ух, И кинул трусы на довольный, я сцену. смотрю, Он да, ты кинул свои трусы на Да. сцену Артему. Да. Ну, типа, там, Сильный короче, я думаю, ты его впечатлил. рассказываю. Ну, Артем отнесся, но он сказал, нормально, заберите потом, пожалуйста. Потому что это прохладно уже на улице. Нужно беречь что-то. Да.
хозяйству. Короче, там просто тема какая. Я поддержки, только узнал про группу, я смотрю концерты их. Бля, все микрофонные стойки под середину концерта, просто все в лифчиках, в женском белье там и все остальное. И А потом вот в какая одном, ревность, да? Вот в про эту одном из ревность была. интервью Артем как-то сказал, что было там что-то и мужское как будто. И я думаю, а чем я хуже? Пошел на кораблике в гальюн, но трусы были свежие. И Спасите меня. Просто... А вот с каким лицом ты их вот так? крутил Да. вот так вот. Он это записывал на видео. Да. Можно потом показать будет. Но они приземлились где-то Мы вставим этот момент. место на полу. На Где палубе. кидают трусы. На палубе. А гениталии нужно беречь, поэтому здесь положу, заберете после концерта. Сейчас у нас будет песня Даши. Вот, приехали. Вырубай шарманку эту. Первая влюбленность. Все понятно. Сразу же просто. Потому что есть такое четкое слово и четкие эмоции, которые вызывает эта песня. И называется она «Настрадание». Обожаю это чувство. Мгм. В плане... Ну, оно прикольное было, когда... Вот реально, верните мой 2007. Подожди, Когда там... Подожди, это ты так неправильно сейчас хорошо. выразилась. Ты не это чувство любишь. Ты как вот Даша Эмоции сказала, люблю, ты потому да, любишь да. ностальгировать о пеностраданиях. Да, прекрасно. Вот. Сейчас нет, сейчас абсолютно не с моим характером, как На, давай, говорится. проехали, потом еще поговорим. Давай, угадай Нет, я меня. хотела бы, чтобы все-таки Даша сказала первое. Я Да поняла. нет, что я шучу вообще. Это я даже знаю, тут я сам могу рассказать. Я не буду, на самом деле, спрашивать, мне интересно, вот, типа, это был какой-то там классный мальчик, не классный, ну, наверное, классный в каком-то на тот момент плане. Да, ну я расскажу, эта песня прямо сильная ассоциация с моим первым мужем. То есть это даже не первая влюбленность, а вот именно когда я прочитала «Первая влюбленность», то есть у меня ассоциация сразу же с ним. Видимо, это были, да, первые такие чувства к человеку. Это мой бывший супруг Виталик, он музыкант. И эта песня, у него даже строки из этой песни были вытатуированы на руке, не знаю, как сейчас. Ну, то есть эта песня для меня навсегда будет с ним, ну, такая Представь. связь, да. Вообще сейчас, на текущий момент, какие она чувства вызывает? Ой, очень тепло. Она вызывает тепло, и да, и вот когда-то это я даже могу поплакать под эти песни. То есть это такое, знаешь, я вспоминаю просто вот с теплом. Это очень зрелая позиция. Да, абсолютно клевая позиция. Ну, я правда, я ему благодарна. И за то время я тогда была совсем малая. Ну, то есть я вообще ни хера, мне кажется, еще не понимала в этой жизни. То есть мне было в 2 раза меньше, чем сейчас. Ну, то есть мне сейчас, ну, ладно, мне сейчас 34. Ну, то есть тогда мне было 16 лет. Господи, что там было в голове у Больше, 16... чем в 2 раза. Что там было в голове у этой маленькой девочки? Ну, то есть, ну, это вообще, ну да, Там в больше. голове этой маленькой девочки, мне кажется, была какая-то определенная своя жизнь. Да, а он же музыкант, он играл в альтернативной группе, понимаешь? Давай Волка. честно, ты Вокалист. просто мечту схватила всех Вокалист, девочек. да, он еще такой типичный эмо-бой был, с черными волосами, в красной этой кепке, такой, ну, вообще просто краш. Подожди, ну, Дим, я поняла про красную кепку. Нет, там другая кепка была. Я просто к тому, что я металюгой был, волосы длинные отрастить не мог. Потом всю эту хренотень тоже слушал, а у меня челка не что... А? Снял. Она не то, что вот так вот, понимаешь, она почему-то вот так была. Вот так она была. Все, типа, ни металюгой побыть нормально не удалось, ни эмобоем тоже вообще. Мой сладенький мой. Ну, Ну, ничего. знаешь, я все время говорю одно, говорю, эмо-бой, это вот не про ваши эти челки. У меня просто у самой всегда были длинные рыжие волосы. Конечно, мне мама никогда в жизни их не заставит, не разрешит обрезать, там, под то, что тебе хочется. И все, что я у нее выклинчила на тот момент, это какие-то вот эти красные прядочки тоникой, даже не краской, типа тоникой, мы Ну, тебе чуть нормально. помажем. И я тогда очень бодро ходила и говорила, что главное, что эмо это в душе, а не ваши эти Я внешние вам расскажу виды. Всё про правильно. эмо в душе. Даша тут упомянула про то, что она поплакать под песни любит. Очень люблю. У меня, короче, сейчас любой концерт, Дима вообще на рыдает. котором бы концерте я не был, я рыдаю. Началось все
с группы «Тараканы» в 21 году. Рыдал. Так. Потом просто год назад мы начали ходить с Дашей там вот так вот на концерты. Пришли на очень крутой концерт, посещали в Питере, Джен с симфоническим оркестром. Видос, есть, Даша, фото скинет. Рыдал. На следующий день на Стигмату пришли, рыдал. Потом Стигмата приехала в Минск, рыдал. Казалось бы, 5 диез. Но где там можно рыдать? Когда там О, только нет, там всегда найдется, всегда. рыдаю. 5 диез, рыдаю. Ну ладно, группа-то Good Times. Но тут же все весело. Написали песню специально для меня, рыдаю нахуй. На заточку пришел, рыдаю. Везде рыдаю. А Юля Савичева? Само собой рыдаю. Пришли на Юлю Савичеву, рыдаю. Вот ты открылся как бы с позиции того, что ты очень нежный. Само Ира, собой. не человек. Он у меня котик. Да. Такой эмоциональный. Очень хотелось быть рокером, ну, не вышло. Нет, это одно другому не мешает. Он брутальный мужчина, который умеет чувствовать. Я вообще всегда восхищалась в этом плане Димой. Что вот мы когда сошлись, сразу, я вообще такая очень замороженная, холодная в плане эмоций. Серьезно? Да, ну была. И никогда не плакала. И сейчас у меня проблемы вообще с тем, чтобы плакать. Типа, вот очень редко скупая слеза. Вот. И поэтому, ну, когда Дима плакал, я всегда вообще, ну, никогда не считала это слабостью. Наоборот, всегда считала Диму очень сильным. Что он, ну, может это все предъявлять, и ему Вообще не стесняюсь. Вот это так Вообще. это про сильно. силу характера мужского. Это в целом, мне кажется, про любовь Да, всего характера. да, Уметь да. показать, Уметь показать своих себя демонов. настоящего. да, свои там тени и сказать, вообще, мне плевать, что вы об этом думаете. Это и есть я. Да. Все, хоть тресните все Да. дружно. Да, поехали. Ну, все логично очень. Мы от любви возвращаемся туда, где обычно были люди, ее все встречали или провожали. Ну, пусть будет Это так, но перепевка, это но вообще это- изначально другая песня. это песня вообще. выпускного, наверное. Конечно. Школьные угадала. иногда еще встречаю. Вот там будет интересно, саундтрек жизни. О, Подскажи, пожалуйста, даже так, вот Давай. ты вспоминаешь это Рыдал какой-то- под эту песню на Вообще, выпускном. тут мы уже поняли это, можешь даже Да. не рассказывать, что уж ты тут. Я даже не буду спрашивать, почему ты это выбрал, потому что, наверное, она у многих будет ассоциироваться с выпускным. Да. А есть какой-то вот, знаешь, как стоп-кадр, когда вот, С выпускного? вот под эту песню. Под эту песню нету. Стоп-кадр у меня есть, когда я глаза открываю, я в троллейбусе без телефона в 12 часов дня. Что было с 5 утра до 12 часов дня, даже не А представляю. летели записки с голубками тебе Записки с голубками были, да. из детства. Лишь бы не с голубцами там. Извините. Помнишь Если свой что, выпускной я вообще? против любых дискриминаций. Ты помнишь вообще свой выпускной? Конечно. Слушай, ну, это был классический выпускной. Это была школьная столовая. Это был наш физик, который электродэнс выдавал там, Стоп, не короче. классический. Это не классический, у меня Да. не было такого физика. Блин, а у нас физик, короче, ему надо было, его зовут там мамы потанцевать. Он такой, нет, извините. А потом он лишний стакан, хлоп, и все. И пошел брейкданс, короче, все, что можно там было. Ну, то есть, стандартно все. Тусовались всю ночь, пили коньяк за трудами молдавский. А ты помнишь, вот что ты чувствовал, наверное, в тот вечер? Да, Грусть, слушай, тоску я, или ты же радость, что понимаешь, я наконец-то вообще- все закончено? В 17 лет, когда у тебя маячит выпускной, ты хочешь, меня скорее бы уже тусануть на выпускной, как раз пачку Кента купил, он 6, типа, нормально, шиканем сегодня, и скорее свалить в универ. То есть ты моментом-то сильно не наслаждаешься, то есть тебе плевать, ты хочешь стать еще старше, ты хочешь, чтобы тебе не надо было показывать паспорт в ларьке, ты хочешь просто лететь куда-то вперед. Поэтому воспоминания сейчас те я очень ценю. Но в моменте, типа, мне было наплевать. Вот я с корешами, вот у нас Кент 6, вот коньяк. Вот он, стоп-кадр его Да. выпускного. Да, ну, фактически. Так, ну что у нас теперь песня Дарьи. Добрых вечеров. Песня «Дорога», которая у нас никогда не играла в дороге. Ты что, гонишь? Один раз только хулиганить. Нет, много раз Ну, играла. В машине ни разу. Много раз играла в машине.
Хорошо, сразу тогда вопрос. Вот если это песня дороги, это больше вот дорога в одиночку, когда ты, машина и эта музыка? Или все-таки вот человек, который говорит, никогда не Это было? Да он песня не помнит «Дорога в просто. духоту». Эта песня вообще у меня ассоциируется с поездом. Я ехала с родителями в Адлер на поезде. 3 суток. 3 суток. У меня CD-плеер. Я купила этот диск Green Day, этот альбом Holiday. И... American Idiot. Да, American American Idiot. Idiot. И вот эта песня Holiday, я просто вообще, кайф. Я слушала там на максимальную громкость, кайфовала. И до сих пор, когда я слышу эту песню, я Вот. вспоминаю именно эту дорогу. Вот Дима говорит, никогда не включали. Много раз эта песня играла, и я очень люблю эту песню. И вообще, когда играет этот альбом, у меня всегда вот эти ассоциации с дорогой с этой. Поэтому, у нас часто играет этот альбом American Idiot. Не, альбом играет. И песня это тоже. Играет Может, ты просто не периодически, было замечаешь. дело, конечно, Мгм. да, но не часто. А вот если вы собираетесь, допустим, в какой-то дальний путь вместе, там, на машине, еще где-то, у вас какой-то общий плейлист или, знаете, вот это сначала твое, потом мое? Еще пару-тройку месяцев назад мы просто садимся в машину, мы включаем все подряд альбомы Good Times, а потом включали все альбомы Заточки подряд. Сейчас иногда плейлист дня играет мой. Мы все равно, мне кажется, ездим под твою музыку. Ну, Просто я разумеется, тебя под прошу, мою, переключи, когда А уже потому мне что, конечно, надоедает. потому что вот тебе и переключи, а потом у меня эти записки с голубками в Яндекс этой. Не надо мне такого. В У смысле? меня это? сейчас Блэкуха наконец возвращается в Яндекс подписочки Вот. постепенно. Ну, так иногда мои включаем песни, у меня Ну там вот. тоже всякая блэкуха играет. Не. У Смысл? тебя там всякие эти. И техно всякое, Вот, и, вот. и драм н бейс. У меня все играет. Я люблю просто разную музыку. Ну, вот А я видишь, нет. в чем разница. Да. Ну, просто у Даши это немножечко больше жанров, как будто бы Да, охватывает. А более я широко. иногда просто ничего другого и не Мгм. слушал. То есть вот у меня все было заточено как-то, вот у нас в Минске было как? Почему-то все было сформировано так, что ты должен слушать один коллектив. То есть вот я вспоминаю свое детство. Ты идешь по школе, как бы вроде как пацаны там вроде бы одинаково одеты, но у одного там, допустим, Сепультура, Балахон, у второго Sex Pistols, у третьего Нирвана, и как бы казалось бы, все это похоже, и все это где-то рядышком, и мысли это все несет примерно те же самые, но они могли друг другу морды бить. И это большая глупость, но типа ты вынужден был расти и плясать в тех самых правилах, то есть поэтому у меня появилась сначала Металлика, мне там приходилось скрывать, что я слушал Металлику, потому что у меня весь двор слушал Продиджи, и это было просто непримиримо каким-то образом. Потом это все перешло где-то частично на русский рок, потому что хотелось чего-то чуть ближе отхватить. То есть, потому что на концерт Ну, Металлики понимать. ты вряд ли Мгм. попадешь, но на концерт Арии ты можешь попасть как нехрен. И вот это уже стало интересно. После этого пошел, то есть, нью-метал американский. Потом понятно. оттуда все это перешло на российскую сцену, белорусские какие-то группы, это все перешло в концерты туда-сюда, потом это дальше у меня превратилось в панк-рок, из панк-рока это все рядом такие там типа хардкор, сайкобили музыка и все остальное, потом ты просто такой... То есть, по сути, твой музыкальный вкус, он в каком-то плане и трансформировался, Да. но в целом Но остался все равно да, все в одном сохраняется. русле. То и есть все. все равно все на протяжении всех этих лет я не перестал это все любить. Так, хорошо. Ну и я думаю, финальную мы врубаем. Да? Конечно, врубаем. Даш, Но это, Даша, я не знаю, зачем я это сделал, но просто... мы врубаем, а Да. потом ты объясняешь. Давай. Ага. Я панк-рокер и алкоголик. Ну, так что есть, то есть. Эй, но это, разумеется, все преувеличено. Ну, но из того, что- конечно. По поводу чего преувеличено? Алкоголика? Панк-рокера? Да-да-да. Или... Вообще доли правды даже нет. Хорошо, тогда смотри, если это все-таки фильм по твоей жизни, ну, точнее, саундтрек фильма о твоей жизни, тогда Слушай, я какой тебе жанр этого фильма? расскажу, о чем это. Мне... Какой жанр? Ну, какой жанр? Комедия у нас, или боевик, или трейлер. Да слушай, комедия все на самом деле. Я очень люблю юмор, я очень люблю смеяться. А вообще у меня эта песня ассоциируется чуть с другим. Почему я решил это каким-то образом связать со своей жизнью? Во-первых, человек, который поет эту песню,
великий и могучий Александр Чача Иванов. Мгм. Это человек, который он живет потрясающую жизнь. Вот он без стеснения поет песню Мгм. о себе. И это действительно правда, потому что когда был юбилей группы, он уснул в стейдж-дайвинге, его подкидывали спящего просто вот так Так, на юбилей группы. Он был трейдером. так. При этом существовала группа «Наив», которая образовалась в армии. И вот он был трейдером до того момента, пока группа не стала приносить 30% от дохода трейдерства. И он вывел эту группу в топ, и эта группа стала легендарной, и при этом чувак точно так же живет, абсолютно не стесняясь того, как он живет, что он любит, какие у него взгляды на те или иные вещи. И для меня это как бы мечта, к которой я, условно говоря, стремлюсь. Мне и так нравится. То есть я себе пирсинг-то пошел, сделал 3 года назад. То есть в 34 года я сделал себе пирсинг. Абсолютно ничего страшного. Я понимаю, что ничего страшного. И я к тому, что, типа, я обожаю людей, которые живут так, как они живут, так, как они хотят жить, не стесняясь, не То есть это подстраиваясь. песня, и по сути, точнее даже так, исполнитель этой песни, то есть для тебя это Не культ, то, которым чтобы ты культ, понимаешь, восхищаешься. меня окружает огромное количество таких людей сейчас. Не сейчас, Огромное мы же спрашиваем в целом про жизнь, то есть именно саундтрек твоей жизни, то есть не его, твоей. Саундтрек моей жизни в том плане, что все, я не хочу пытаться кем-то быть, казаться. Я живу так, как я живу, я делаю то, что я хочу делать. Разумеется, это не влияет на то, что у меня есть какие-то обязанности, обязательства и тому подобное, но я вот как был Это когда-то твой аутсайдером в хорошей точке зрения Мгм. этого слова, то есть точно так же и сейчас я являюсь аутсайдером с не сильно популярным мнением на многие вопросы, и мне это нравится. Мне нравится Я бы не сказала вообще, Дима. в плане. Я считаю, что ты лидер мнений еще какой. А это не делает меня Это не делает, да, аутсайдером. То лидером есть, мнений. понимаешь, Он имеет в виду, аутсайдеры, что это я больше имею не в в виду про то, потоке, что... наверное, а про себя, про личное самовыражение. Ну, может понятно, быть, что вот если это. тебя вывести в центр города, вряд ли таких будет много Да, людей, тут как даже, ты. тут даже не про это. В принципе, на взгляды всего, что... Я тебе книжку потом просто покажу, где прям вот конкретно говорится, где аутсайдеры, это не значит, что типа это вот неудачник Да, или да. еще что-то. Аутсайдер это человек, который делает что-то иначе. Так нет, Так я скажем, тоже то есть, аутсайдер. пожалуйста, то есть у меня есть обычный мейнстримный там условно бизнес, но веду я его непопулярными инструментами, то есть Мгм. не классически, так скажем. И так во многом. То есть мне, Ну, я тоже развиваюсь не классически. разумеется, я тебе про это и говорю. Да. Хорошо, ребят, спасибо, Дим, что большое, что поделился и рассказал довольно глубоко и так широко о себе. Пожалуйста. Я хотела задать такой, наверное, последний финальный вопрос. Вот если бы выбирать песню вашей пары, что это было бы? Ой. Наив, песня сердца. Да, кстати, да. Наив песня сердца. Да. Наив. Да. Я вас безумно благодарю. Спасибо, что пришли, спасибо, что поддержали. С вами безумно тепло разговаривать. Я не знаю, я вас видела первый раз, но как будто уже, очень давно знаю, правда. Это эффект Увидимся в ноябре. Дмитрия Домыша. И Чё? Дарьи Домыш. И Дарья хорошо. дома что-то уже тоже. Эффект Дмитрия Домыша. Говорю, когда все ощущение, что ты знаешь Какой его всю эффект? жизнь. Никакого эффекта. Аффект, если Спасибо, только. что позвали. Да, спасибо Спасибо, что большое. позвали. Очень приятно. Ребят, это был первый пилотный, наверное, выпуск Behind the Notes. Я уверена, что мы будем продолжать в том же духе, двигаться. Давайте. Попробуйте догнать эту машину. в Эта следующем машина выпуске. не остановится никогда. Ей! Руками. Спасибо! Всем Спасибо! Ребят, это был первый пилотный выпуск Behind the Notes. Мы делились своими историями, мы смеялись, мы вспоминали, мы грустили. Я буду безумно вам благодарна за поддержку, где-то даже за здравую критику. Пишите комментариями, рассказывайте. Всех безумно люблю.